Добрый день, дорогие друзья! Вы, наверное, часто слышали о том, что если желание не исполнено, значит оно еще не оплачено. Или же если желание ваше не исполнено, значит вы к нему еще не готовы. Что же, все в ваших руках, и сегодня я с вами хочу поделиться одним очень действенным и мощным лично для меня способом для достижения любого желания и совершенно любой цели. Это аскеза. Что такое аскеза? Аскеза – это добровольное ограничение для достижения цели. Аскезы бывают совершенно разные. Да? То есть вы можете взять аскезу, касающуюся еды. Например, вы полностью отказываетесь от того продукта питания, который вы очень сильно любите. То есть если вы, условно говоря, не едите мясо, брать аскезу на то, что вы не будете кушать мясо, не стоит, она у вас не сработает. Но вот если вы сумасшедший сластена, как я, эта аскеза для вас подойдет идеально. Может быть аскеза на какие-либо физические нагрузки. Опять же, если вы каждое утро качаете пресс по 100 раз, не стоит брать аскезу на качание пресса 100 раз каждый день. Возьмите аскезу на плавание, на бег, на какой-то новый вид спорта. Да? Это может быть даже элементарная сурья намаскар каждое утро на протяжении определенного количества времени. Также вы можете ввести в свою жизнь новые полезные привычки. Условно говоря, вы можете начать ложиться спать раньше, да, или вы можете обучиться чему-то новому, выучить новый язык, то есть развивать какие-то новые навыки. Одной из самых сложных аскез считается аскеза речи, когда вы добровольно отказываетесь, например, лгать или сплетничать, сквернословить. Да? Можете также взять обет молчания на какое-то количество часов в день ежедневно. Вы можете взять аскезу на пожертвование, но это не однократная акция, а это долгий, запланированный, еженедельный, может быть, ежемесячный помощь людям. Да? Она может быть не только материальной, вы также можете пойти, условно говоря, быть волонтером. Вот. И также есть, конечно же, ведические практики, например, можно слушать катхи планетам, да, каждый день, да, можно выбрать одну планету и слушать катху только ей. Можно слушать мантры, да, можно выполнять, проработать супер просто способ, да, много раз я о нем также рассказывала, поклоны маме или поклоны папе, проработать все отношения с родителями, да, это тоже считается очень мощной аскезой. По поводу сроков. Аскеза не берется на короткий срок. Аскеза берется для того, чтобы изменить вашу жизнь, чтобы вы стали готовы для исполнения своего желания. Аскеза берется минимум на 3 месяца. Аскеза берется на 6 месяцев. И аскеза берется на год. Чем сильнее ваше желание, чем выше ценник вы повесили на него, тем, соответственно, весомее должна быть аскеза. Если вы хотите что-то очень сильно, да, невероятное и готовы на все ради этого, тогда берите самую сложную для себя аскезу. Да. Разумеется, аскеза не должна угрожать вашей жизни, здоровью, да, а также здоровью жизни окружающих людей. Вот. Далее, самое главное, тоже одна из главных частей, если что-то написано, оно обязательно исполнится. Берем красивый блокнот или листик с ручкой и пишем. Пишем следующий текст. Можете где-то его себе записать, можете в дальнейшем просто поставить на репите. Я такая-то, такая-то. Беру на себя аскезу на. Далее вы пишете, какую аскезу вы выбрали. Например, я такая-то, такая-то, беру на себя аскезу отказа от кофе на 1 год на срок, да, на срок на 1 год. И с благодарностью посвящаю заслуги от ее совершения исполнению моего желания. И далее вы пишете желание. Самое главное, аскезу не нарушать. Если вы полностью доверяете Вселенной, Вселенная изначально она доверяет вам, потому что вы дитя этой Вселенной. Другой вопрос, что если вы совершенно случайно
Ну, ситуации бывают разные, да, и если вы взяли какую-нибудь аскезу на физические нагрузки, да, например, и вдруг заболели, лежите в больнице в реанимации с температурой 40, тогда это не будет критичным. Но если вы взяли аскезу на отказ от кофе, да, и пошли выпили чашечку кофе, а, наказания вам по сути-то и не будет. Желание не исполнится, да, винить себя в этом, во-первых, не стоит. Не стоит себя винить, ненавидеть, но вы достаточно ярко увидите картину того, что вы не готовы к исполнению своего желания. Вы не готовы меняться, потому что, чтобы получить то, чего у вас не было, нужно сделать то, что вы никогда не делали. Нужно как-то заплатить, как-то пересилить себя. Э, вы же не хотите, да, чтобы были какие-то последствия, да? Последствий как таковых, никто вас за это не накажет, в угол не поставит, не наругает, да? Но тем не менее попасть, условно говоря, в теневой бан тоже возможно, да? То есть если часто обманывать Вселенную, рано или поздно она поймет, ну, смысл стараться, да, если человек все равно не сдерживает. По поводу желаний. Очень часто так случается, что вы же желание уже написали, а написанные желания исполняются быстро. Так вот, желание ваше исполнилось, а аскезы еще нет. Что нужно делать? Нужно аскезу продолжать. Не идти праздновать на радостях, заедать шоколадкой, да, нарушая аскезу. Нет, аскезу мы додерживаем и с благодарностью, да, ее завершаем. Если вы, например, завершили свою аскезу, а желание еще не исполнилось. Ну, во-первых, мы, когда держим аскезу, мы все-таки расслабляемся, да, и отпускаем желание во Вселенную. Вы сделали все, что от вас зависит. Вы делаете действия каждый день, и не стоит стоять там с кнутом и контролировать Вселенную, когда так стал ли я, насколько там ближе. Нет, с благодарностью завершаете аскезу, и желание очень-очень быстро исполнится. У меня этот способ работает просто невероятно. Очень мощный. Для меня это, пожалуй, самый мощный способ для исполнения желаний. Вот. Пробуйте, практикуйте. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуски новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно же, делитесь своими впечатлениями. А я вас благодарю за просмотр. Всем пока-пока.